12-летняя Аня молча вошла в холодные стены больницы, крепко сжимая младенца в руках, как будто он был ее единственной надеждой и смыслом в этом непростом мире. На лице девочки читалось напряжение и утомление, смешанное с растерянностью, которые были характерны для тех, кто пережил нелегкие испытания и испытания взрослой жизни. Она, кажется, совсем не замечала ни любопытных взглядов проходящих мимо медицинских работников, не обращая внимания на шуршание бумаги и гомона разговоров, доносящегося из других палат. Их хмурые лица и быстрота движений лишь подчеркивали атмосферу напряженности и целеустремленности в этом месте, где каждый был погружен в свою работу и заботы о пациентах. В этот момент Аня была сосредоточена только на одном — на крошечном существе, которое у нее на руках, на своем младенце, как на самом важном элементе своей жизни. Его малюсенькие руки, обхватывающие ее палец, вызывали у девочки тепло в сердце и острую потребность защитить его от всего, что могло бы этому угрожать. Она не знала, что делать дальше, но глубоко в душе понимала, что этот малыш нуждается в заботе и защите не менее, чем она сама, и не могла представить свою жизнь без него. Медсестра Ольга Петрова, уставшая после бессонной ночи и многократных смен, обратила внимание на маленькую гостью, вовремя замечая юный и испуганный взгляд девочки. Ей уже не раз приходилось видеть испуганных детей, находящихся в затруднительных ситуациях, но девочка с младенцем выглядела особенно подавленной и потерянной среди всех этих стен больницы, где царила строгая атмосфера и где каждый знает, как важно делать свою работу. Увидев, как Аня держит сверток в руках, она незамедлительно поняла, что это новорожденный ребенок, и внутри нее что-то встрепенулось. Инстинкт материнства и желание помочь девушке, которая явно нуждалась в поддержке. В этот момент безразличие сменилось на решимость, и желание помочь этой девочке переполнило Ольгу, как поток теплого света. Она подошла ближе и, узнав от Ани, что та прошла в больницу по указанию незнакомки на улице, решила не терять времени и максимально помочь девочке. Она быстро и уверенно позвала коллегу Светлану и доктора Иванова для помощи, понимая, что сейчас важно действовать быстро и слаженно, чтобы выяснить, что же произошло с этой девочкой и ее малышом. Ольга ощущала важность своей роли в этой ситуации, ведь от ее действий могло зависеть счастье и будущее Ани и Никиты, а значит и их жизнь. Вскоре, кроме доктора Иванова, на помощь пришла Светлана с каталкой, готовая к любым неожиданностям, которые могли возникнуть, когда речь шла о здоровье маленького пациента. Задания было немного. Аню и младенца быстро перенесли в смотровую, иногда прибегая к шуткам, чтобы хоть немного разрядить обстановку и заставить девочку почувствовать себя комфортнее. Ольга, непринужденно общаясь с девочкой, пыталась успокоить ее, время от времени рассказывая о своих собственных детских переживаниях, чтобы девочка почувствовала, что она не одна в этом мире. Она говорила о том, как все будет хорошо, как сейчас ей помогут, несмотря на то, что сама сильно уставала от непрекращающегося рабочего дня. Ольга постаралась создать уютную атмосферу, чтобы девочка чувствовала себя в безопасности и могла немного расслабиться, сняв с себя груз переживаний. Аня хоть и выглядела напуганной и уставшей, но с надеждой смотрела на медсестру, благодаря которой почувствовала заботу и внимание, стремясь отвлечься от тревожных мыслей и сосредоточиться на том, о чем она на самом деле мечтала — простом и безмятежном материнстве с Никитой рядом, как о конечной цели своей жизни. Доктор Иванов начал задавать Ане вопросы о том, что произошло. Его профессиональный интерес и сострадание были наглядны в каждом его слове и даже в самых неожиданных моментах. Стремление выяснить все детали происходящего подчеркнуло его намерение помочь как можно лучше, но на лицо Ани легла тень страха и недоумения, как будто она была в замешательстве из-за того, что нельзя четко выразить все свои переживания.
полные беспокойства и тревоги. Глаза девочки окончательно заполнили атмосферу смотровой чем-то тяжелым и давящим, где хранились ее секреты и ужасы, способные не только разрушить ее жизнь, но и вновь отдалить от Никиты. Девочка Стусолчис, с трудом собирая свои мысли, наконец начала отвлекаться от ненужных переживаний и рассказала, что ее жизнь была полна страха и тревоги, а женщина на улице лишь подтолкнула ее сделать то, о чем она долго думала. Это откровение заставило Ольгу и доктора обменяться тревожными взглядами, понимая, что ситуация серьезнее, чем они могли предположить, задаваясь вопросом: что же могло случиться с этой хрупкой девочкой в столь юном возрасте? И кто на самом деле был виновником ее страданий? Вопросы летели как меткие стрелы, и каждому члену медицинской команды становилось ясно, что в данной ситуации необходимо действовать очень осторожно и продуманно, ведь Аня нуждалась в защите и заботе. Светлана, стараясь снять напряжение с атмосферы, сообщила, что младенец в хорошем состоянии, но для точного диагноза необходимы дополнительные тесты, и тут же в ее голосе звучал уверенный тон. Их нужно было провести как можно быстрее, потому что каждый час мог быть решающим для здоровья Ани и Никиты. Доктор Иванов, не прерываясь, объяснил Ане, что ей придется остаться в больнице на некоторое время, пока не будут выявлены все детали их ситуации. Девочка, услышав это, почувствовала, как страх окончательно охватывает ее, заполнив душу ощущением безысходности и безнадежности, как будто все ее надежды рухнули в один миг. Однако Ольга осталась с ней, стараясь поддержать и ободрить, чтобы она не чувствовала себя одинокой в этом большом и пугающем месте. Ее внимание к маленьким деталям и доброта согревали сердце Ани. Ольга внимательно следила за эмоциями Ани и Никиты, стараясь создать вокруг них атмосферу заботы и понимания, чтобы девочка могла расслабиться и осознать, что на этот раз все будет иначе. Она шептала ей добрые слова, стараясь вселить веру в лучшее и избавиться от чувства вины. Понимала, что в такой ситуации чутье и интуиция могут сыграть решающую роль. Именно поэтому находилась наготове и заботилась о девочке. Когда Аня и Никита, как она назвала младенца, были помещены в светлую палату, их ожидали различные врачи поговорить о том, что дальше. Каждый из них был полон надежных решений и готов действовать, и вскоре пробудились надежды на лучшее. Социальный работник Елена попыталась аккуратно поговорить с Аней, задавая вопросы о ее семье и жизни, что состояло в ее прошлом, чтобы больше узнать о том, как появилась такая удивительная история. Однако девочка была скромна и не хотела, чтобы ее родители знали о случившемся, боясь их гнева или, еще хуже, разочарования. Аня ощущала страх, возникающий при одной мысли о том, что кто-то может узнать о ее секрете, о той боли, что преследовала ее на протяжении всей ее жизни. Находясь в таком уязвимом положении, она чувствовала, что должна защитить себя и своего малыша, но в то же время понимала, что без помощи ей не справиться, что перемены требуют смелости. Елена записывала важные моменты, стараясь проанализировать поведение девочки, как будто это был один из многих случаев в ее практике. Но Аня знала, что для нее это не просто случай, а настоящая борьба за жизнь и за своего малыша, которую она не могла проиграть. Аня призналась социальному работнику, что испугалась, но, несмотря на это, не могла удержаться от нежности к Никите, который мирно спал в ее объятиях, как будто чувствовал всю ту заботу, которую его мать старалась ему передать. Ольга, видя переживания девочки и понимая, как важно поддержать ее сейчас, принесла ей еду, надеясь отвлечь Аню от тяжелых мыслей и фактов, которые лишь усугубляли ее состояние, как аптекарь в детском магазине. Елена все же смогла задать Ане несколько вопросов, внимательно выслушивая ответы, подбадривая девочку своим присутствием и пониманием.
Девочка, несмотря на страх боли и предстоящих процедур, согласилась на анализы, ведь понимала, что это необходимо как для ее здоровья, так и для здоровья ее малыша. Ее ответственность как матери теперь была выше всего. Даже в моменты отчаяния, когда Аня теряла веру, доброта и забота персонала давали ей силу продолжать бороться за их безопасность и надежду на будущее, которого ей так не хватало. И она всей душой стремилась к этому. Прошел день, и на следующее утро Ольга, заботливо меняя подгузник младенцу, обратила внимание на то, как Аня пробуждалась, впервые за долгое время слегка расслабленная и спокойно наблюдающая за тем, как ее малыш просыпается. Пациенты и персонал больше не казались ей чужими и злыми. Страх уходил в бесконечность, хотя на его место приходила тревога о том, какой будет дальше ее жизнь и как она должна действовать. Вскоре к ним пришли разные врачи, подготовленные обсудить дальнейшие действия и возможности, которые могли у них быть. Аня была полна вопросов о своем будущем и будущем Никиты, очень сильно волновалась о том, когда же она сможет вернуться домой, в место, где она чувствовала себя в безопасности. Но ответы, которые она получала от докторов и социальных работников, лишь увеличивали ее тревогу. Ей не позволят покинуть больницу, пока не будет полной ясности в ее истории и жизни. Казалось, что ее мечты с каждым днем все дальше и дальше ускользают от нее. В ходе беседы с доктором Кузнецовой Аня почувствовала, как важно говорить о своих страхах, даже если в сердце все еще оставалось очень тяжело и непросто. Она рассказала о том, как она не знала, как появился Никита, и этот вопрос оставался позади, как темное пятно, затмившее ее детство, которое было полным невинности и надежды когда-то. Доктор Кузнецова, понимая, с кем имеет дело, старалась тщательно объяснить девочке, что оказавшиеся в ее жизни трудности не были результатом ее собственных действий и что она заслуживает заботы и любви, а не страха и боли. Аня почувствовала поддержку, услышав, что не она виновата в произошедшем и что каждый имеет право на лучшую жизнь, даже если этот путь полон испытаний и страданий, и каждый новый день — это еще один шаг к выздоровлению и надежде. Каждое открытие ранило, но и давало надежду на то, что когда-то счастье вновь может вернуться в ее жизнь. И это позволяло ей немного расслабиться и начать верить в людей вокруг, тех, кто искренне желал ей добра. К счастью, Аня и Никита получили четкое обещание о защите от здравоохранительной системы, и вскоре ей предложили временное проживание у Марии Павловой, которая была длинноволосой и доброй женщиной, от которой исходило тепло и нежность. У этой женщины был опыт общения с детьми, и именно поэтому ее отношение было мягким и заботливым, как будто она знала, как важно девочке вновь ощутить себя в безопасности. С ней Аня согласилась очень быстро, но только при условии, что Никита останется с ней, ведь она не могла себе представить, что малыш будет вдали от нее, и все-таки чувствовать себя мамой без призмы заботы о ребенке. Переезд стал для девочки символом надежды, началом новой жизни, в которой она могла бы попробовать преодолеть страх, наклонившийся над ее культурой, потому что все это время она искала именно такую возможность. А сейчас, когда она была у двери новой жизни, была готова открыть ее настежь. Она искренне боялась, что потеряет все, что ей дорого, но в то же время была готова довериться новым людям ради будущего своего ребенка, чтобы их не разлучали ни долгая разлука, ни неприятные обстоятельства. Аня и Никита переехали в новый дом, наполненный светом и теплом, окруженный заботой и поддержкой, от которых они долго отвыкали, словно это было прекрасной мечтой, которую даже не мечтала увидеть когда-либо. В этом новом пространстве Аня чувствовала, как на ее плечах начинает спадать груз переживаний, и то, что преследовало ее так долго,
а сердце наполняется благодарностью за все то, что у них сейчас есть, и что они проходят это путешествие вместе. Хотя их история была далека от завершения, в их сердцах зажглась надежда на светлое будущее, и они начали строить новую жизнь, полный планов и мечтаний о спокойном детстве для Никиты. Стремление вновь почувствовать себя счастливой матерью дало ей силы и решимость идти вперед, несмотря на те трудности, с которыми она столкнулась ранее. Ведь была единственной, кто мог защитить своего ребенка. Каждое утро теперь было для нее новым шансом начать с чистого листа, шаг за шагом продвигаясь к своей мечте — быть хорошей мамой для Никиты. Аня и Никита собирались начать новую жизнь, и на их пути появились друзья и люди, готовые поддержать их в трудные времена. Это была искренне трогательная история о любви, воодушевлении и новом начале, важном шаге к счастливому будущему, что теперь чувствовалось практически в каждом их мгновении. Аня знала, только вперед, оставляя позади все свершившееся, несмотря на то, что каждый новый день приносит свои испытания. Каждый путь начинается с первого шага, и хотя процесс может быть долгим и трудным, она была уверена, что готова была пройти его, несмотря на мгновения полные страха, ведь с ней был Никита, которого она любила изо всех сил и ставила в приоритет его счастье, а значит и свою собственную. Подписывайтесь на наш канал и делитесь этой историей. Спасибо за вашу поддержку.